Баку и Москва начали проводить психологические операции против Армении. В российских пабликах и на информационных сайтах в интернете массово публикуются статьи и тексты, в которых ссылаются на сверхсекретные данные Пентагона. Там анализы, заумные слова и так далее. В общем, все, чтобы придать веса этой новости. Вкратце там описано, как изощренно кинет Запад Армению. Самое интересное, что распространять эту статью стали активно российские каналы сразу после угроз Армении со стороны Алиева. Так вот, если разобраться глубже, то это очередной поток панических прогнозов о скором захвате Армении. Это не аналитика, а попытка нагнетания обстановки в пользу Баку. Разберемся, почему сценарий спецоперации против Армении в 2025-2026 годах является не просто маловероятным, а разрушительным для того же Азербайджана и Турции. А главное, почему Франция и США не оставят Ереван в одиночестве. Вот этот тезис. США и Франция не вмешаются. Это самый что ни есть фактологический бред. Армения сегодня – один из ключевых партнеров Запада в Закавказье. С осени 2023 года Вашингтон и Париж активно выстраивают с Ереваном военно-стратегическое сотрудничество. В октябре 2023 года Армения и США провели совместные учения, а Франция официально передала Еревану вооружение. Более того, Ереван подписал оборонные соглашения с Парижем и Брюсселем, а Конгресс США открыто обсуждал возможность прямой военной помощи Армении. Тезис о том, что Франция и США не успеют помочь Армении, не выдерживает критики. Париж уже демонстрирует решительность в Закавказье, объявляя о передаче вооружений, а Вашингтон активно прорабатывает механизмы давления на Баку. В условиях, когда США выдавливают Россию из региона, союз Турции и Азербайджана становится прямой угрозой американским интересам и французским интересам. Оставить Армению без защиты значит отдать весь Южный Кавказ в руки Анкары, а это абсолютно не соответствует стратегическим планам. Идем к другому тезису, который пытаются внушить – военная спецоперация Азербайджана. Я уже говорил ранее, что это самоубийственный шаг. Но учитывая пристрастие к политической лудомании, то, безусловно, отрицать войну нет смысла. Она вполне может произойти. Другой вопрос, как она будет завершена. Любая крупная атака Азербайджана на Армению автоматически означает конец его интеграции с Западом. Не забывайте, в случае полномасштабной войны против суверенной страны под международной защитой санкционное давление вырастет в разы. Мы уже были свидетелями действий так называемых любителей военных операций и знаем, к чему это приводит. Правда, Азербайджан – это не Россия. Последствия у Баку будут намного тяжелее. Кроме того, Турция и Азербайджан не могут позволить себе вторжение в Армению по простой причине. Запад в этом случае немедленно заблокирует любые торговые маршруты через территорию ЕС и США, что поставит азербайджанскую экономику на колени. Учитывая, что Евросоюз остается ключевым покупателем азербайджанского газа, Баку просто не сможет себе позволить такой сценарий. Еще посмеялся с того, как великодержавники утверждают, что армяне побегут заполнять Сочи и Краснодарский край. Этот тезис пророссийские и российские ломы часто любят использовать как и тезис о выдворении армян. Просто стоит понимать важные факты. Франция уже вооружает Армению. США и ЕС рассматривают санкции против Баку и расширяют сотрудничество с Ереваном. Полномасштабная атака Азербайджана приведет к международной изоляции Баку. Турция не пойдет на конфликт с НАТО ради авантюры Алиева. Официальный Ереван выбрал верный курс – на союз с сильными мировыми игроками. А слухи о неминуемом захвате Армении – это просто попытка деморализовать армянское общество. Но эти попытки обречены. На этот раз Армения не одна. Все намного проще. Москва и Баку координируют свои действия против Армении. Баку продолжает прямые угрозы и оскорбления, а Москва – завуалированные угрозы и шантаж. Их общая цель – помешать европейскому курсу Армении. Турецкая угроза. Нежелание России помогать Армении на Южном Кавказе в противостоянии с Турцией и Азербайджаном может привести к распаду Российской Федерации. Я все же считаю маловероятным, что Турция решится на прямую агрессию против Армении. Однако, если это все-таки произойдет, угроза будет касаться не только Армении, но и России.
Исторически и фактически обе страны должны противостоять Турции, иначе они могут исчезнуть с мировой карты. Это своего рода аксиома. Противостоишь Турции, значит, твоя страна будет существовать. А если сдаешься или продаешь своих союзников Эрдогану, как это делает Путин, то рано или поздно придет и твоя очередь. Как можно представить мир с Турцией или Азербайджаном, которые, словно типичные продавцы турецкого мороженого, каждую секунду меняют свои слова, заявляя, что это был фокус, а не обещание? Например, Алиев говорит: «Мы хотим мира с Арменией, но армяне должны признать так называемый Западный Азербайджан, иначе мы начнем войну». Вы понимаете, что они словесные фокусники, которые за минуту умудряются заявить две взаимоисключающие мысли. Сначала о мире, а потом тут же о войне. Они создают такие предлоги, заведомо зная, что Армения не согласится на такой абсурд, как признание существования западно-азербайджанской общины. Ради вторжения в Украину Путин пожертвовал Арменией, чтобы обойти санкции через Турцию и Азербайджан, продавая газ и нефть Европе через них. Да, у нас сейчас очень плохие отношения с Россией, точнее с Путиным, но были времена, когда они были вполне хорошими. Одним из самых проармянских и прозападных лидеров России был Ельцин, которого путинисты ненавидят, утверждая, что он якобы распродал страну, хотя это не соответствует действительности. Турки воспринимают Армению и Россию как страны с похожим менталитетом, с которыми рано или поздно неизбежно повторяются войны. Главная проблема в том, что Россия – ненадежный союзник. При смене власти старые договоренности между странами могут перестать действовать. У Турции все иначе. Там, независимо от правителя, всегда проводилась фундаментальная пропаганда о братстве тюркских государств. Давайте перейдем к сути. Если в 2025 году Азербайджан нападет на Армению, возглавляемую Николом Пашиняном, а Россия решит занять роль пассивного наблюдателя, это может стать началом серьезного геополитического кризиса для самой России. Очевидно, что турецкое влияние в регионе растет, и любая победа Азербайджана, поддерживаемого Анкарой, станет ударом по интересам Москвы на Южном Кавказе. Если туркам удастся извлечь выгоду из предполагаемых антироссийских действий условного Пашиняна и армянского руководства, это откроет им дорогу для дальнейшего укрепления позиций в Армении. Однако называть эти действия антироссийскими, на мой взгляд, неправильно. Во-первых, Россия сама заняла позицию невмешательства в дела этих государств. Во-вторых, существует высокая вероятность, что сам Путин договорился с Эрдоганом и фактически окончательно прощается с регионом. Но самое опасное для России, чего кремлевский клоун, похоже, не осознает, это возможное усиление давления Турции после Армении на Северный Кавказ. Турция уже давно проявляет интерес к регионам, где есть исторические, этнические и религиозные связи. Есть большая вероятность, что дестабилизация Северного Кавказа станет следующим шагом. Анкара может попытаться расшатать ситуацию через поддержку националистических или сепаратистских движений, что поставит под угрозу безопасность России на ее южных рубежах. Для Москвы сегодня крайне важно не допустить развития этого сценария. Потеря контроля над ситуацией в Армении может привести к цепной реакции, которая ударит не только по ее союзникам, но и непосредственно по ее собственным границам. Вопрос заключается в том, готова ли Россия к столь рискованной игре, которой затеял Эрдоган, или продолжит наблюдать за событиями со стороны, упуская возможность предотвратить большую угрозу. По моему мнению, если Эрдоган будет помогать Алиеву, то максимум его участия сведется к отправке сирийских прокси для войны против Армении, как это было в Карабахской войне. Однако я сомневаюсь, что Эрдоган настолько силен, чтобы самостоятельно решиться на такие действия. В этой ситуации могу предположить два варианта. Первый. Путин сознательно сдает южные рубежи своего влияния Турции в обмен на что-то, вероятнее всего на транзит газа в Европу через турецкие трубопроводы. Второй. Путин настолько слаб, что не способен противостоять Турции. Но и в это верится с трудом. Ведь Россия воюет с Украиной, которая, на мой взгляд, сегодня намного сильнее Турции. К слову, вторая армия НАТО, как мне кажется, это Украина, которая после вступления в Альянс сразу займет это почетное место. А когда турецкая армия в последний раз участвовала в серьезных войнах?
разве что на Кипре. В основном же Эрдоган действует через прокси, раздувая свою значимость. Одним словом, 2025 год обещает быть насыщенным и интересным с множеством тектонических сдвигов в военно-политической сфере. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.